В Сирии продолжается резкое обострение ситуации вокруг курдских анклавов на севере страны. В Алеппо вновь вспыхнули интенсивные боестолкновения между силами переходного сирийского правительства и курдскими формированиями сирийских демократических сил. Основные столкновения зафиксированы в районах Шейх-Масуд и Ашрафия, стратегически и символически значимых курдских кварталах, которые на протяжении многих лет остаются одной из самых чувствительных точек конфликта между Дамаском, курдским самоуправлением и внешними игроками. По данным курдских военизированных ресурсов, в ходе столкновений погибли 6 боевиков проправительственной группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Еще 8 человек были захвачены в плен подразделениями СДС. Одновременно курдская сторона заявляет о массированных обстрелах жилых кварталов с применением минометов и тяжелого вооружения. В результате ударов пострадали мирные жители, включая ребенка. Курдские силы внутренней безопасности Ассаиш сообщают, что бои носят уличный характер, а сопротивление ведется в условиях плотной застройки, что существенно увеличивает риски для гражданского населения. Параллельно фиксируется резкое усиление давления со стороны сирийских правительственных сил. Курдские паблики сообщают о вводе в город бронетехники, включая боевые машины пехоты БМП-1, которые используются для атак на позиции СДС. В эфире арабских телеканалов демонстрируются кадры, на которых танки сил переходного правительства ведут огонь по жилым кварталам Алеппо, что усиливает опасения масштабного гуманитарного кризиса и повторения сценариев предыдущих этапов сирийской войны. На фоне эскалации в Алеппо, в Камышло и других районах Рожавы была объявлена мобилизация курдских сил. Сообщается о передвижении колонн СДС и активной поддержке со стороны местного населения, которое воспринимает происходящее как попытку силового подавления курдских анклавов не только в Алеппо, но и как сигнал возможного расширения операций против курдского самоуправления в целом. Курдские источники также публикуют кадры с пленными военнослужащими правительственных сил, захваченными в ходе боев. Особое беспокойство вызывает положение национальных и религиозных меньшинств. Представители армянской общины Алеппо призвали не покидать свои дома и воздержаться от передвижений по городу. Соответствующее заявление опубликовала местная газета «Ганзасар». По данным Управления здравоохранения Алеппо, в результате боев погибли 2 мирных жителей, и 8 получили ранения, в то время как мониторинговые структуры сообщают о более высоком числе пострадавших, что указывает на серьезное расхождение официальных данных и реального масштаба ущерба. Эскалация в Алеппо разворачивается на фоне интенсивной дипломатической активности, в которую вошли министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын. Формально на переговорах обсуждались турецко-сирийские отношения, вопросы безопасности, противодействие возрождению Даиш и участие Анкары в восстановлении Сирии. Однако совпадение этих переговоров по времени с началом активной фазы боев в Алеппо выглядит далеко не случайным. Ключевым политическим моментом стали заявления Хакана Фидана, сделанные в Дамаске. Глава турецкого МИД прямо заявил об отсутствии, по его оценке, реального прогресса в переговорах между СДС и Дамаском по вопросу интеграции курдских сил в государственные институты Сирии. Более того, Фидан отдельно подчеркнул, что сирийские демократические силы координируют часть своих действий с Израилем, назвав этот фактор серьезным препятствием для переговорного процесса. Именно этот тезис выводит текущие события за рамки сугубо внутреннего сирийского конфликта. В интерпретации Анкары курдский фактор в Сирии все чаще рассматривается как элемент более широкой региональной игры, в которой Израиль якобы использует курдские структуры как инструмент сдерживания турецкого влияния. С точки зрения турецкого руководства, поддержка курдов – политическая, разведывательная или косвенно-военная – позволяет Израилю создавать для Турции дополнительный фронт нестабильности вдоль ее южных границ, не вступая в прямое противостояние с Анкарой.
В этой логике курдские силы в Сирии становятся не только внутренним оппонентом Дамаска, но и частью стратегии регионального баланса, направленной на ослабление турецких позиций в Сирии и в целом в Восточном Средиземноморье. Для Анкары подобная конфигурация выглядит как сознательная и целенаправленная политика, при которой курдский вопрос используется против Турции нарочно, как асимметричный инструмент давления, лишенный формального статуса прямого конфликта. Это, в свою очередь, объясняет жесткость турецкой риторики и синхронизацию дипломатических сигналов с военными действиями на земле. Любые попытки СДС сохранить автономный статус или затянуть переговоры с Дамаском в Анкаре интерпретируются не как тактические маневры, а как часть внешней стратегии, в которой Израиль, по мнению турецкой стороны, заинтересован в сохранении курдского фактора как противовеса Турции и ее союзникам. Для Дамаска нынешние бои – это попытка продемонстрировать контроль и показать, что эпоха автономных анклавов подходит к концу. Для Турции сигнал о том, что любые попытки курдских сил затянуть переговоры или опереться на внешних покровителей будут рассматриваться как прямая угроза национальной безопасности. Для курдов же происходящее выглядит как очередная попытка силового давления, за которой может последовать более масштабная кампания по демонтажу их политического и военного присутствия на севере Сирии. На этом фоне возрастает значение негласных союзов и внешней поддержки. Даже ограниченное политическое или разведывательное содействие позволяет СДС сохранять маневренность и не допускать полного подчинения Дамаску, что в Анкаре все чаще интерпретируют как сознательную игру против турецких интересов с использованием курдского фактора. Динамика боев в Алеппо лишь подтверждает эту логику. Несмотря на бронетехнику и численное превосходство правительственных и протурецких формирований, курдские районы не удается взять под полный контроль. Уличные бои, плотная застройка и поддержка местного населения делают силовой сценарий крайне затратным и политически рискованным. В результате формируется замкнутый круг. Давление порождает сопротивление. Сопротивление – обвинение во внешней поддержке. А они, в свою очередь, новые попытки военного решения. Именно поэтому нынешняя эскалация в Алеппо все чаще воспринимается не как исключение, а как новая норма. Пока курдский вопрос остается инструментом регионального давления, любые перемирия будут лишь временной паузой перед очередным витком конфликта. Таким образом, боевые действия в Алеппо приобретают значение не локального эпизода, а симптома более глубинного конфликта интересов. Даже если в ближайшее время будет достигнуто очередное перемирие между курдскими силами и сирийскими властями, фундаментальные противоречия сохранятся. Курдский вопрос остается узловой точкой, где пересекаются интересы Дамаска, Анкары, Тегерана и Израиля. В этих условиях любая пауза в боевых действиях выглядит скорее временной передышкой, чем шагом к устойчивому урегулированию. Следите за нами, чтобы быть в курсе всего, что происходит сейчас в Сирии. Подписывайтесь на наш канал и делитесь своим мнением в комментариях. Оно важно для нас.